В современном Харькове местность Толкачевку в Нагорном районе города знают и помнят прежде всего старожилы, чье детство и юность прошли в этих местах. Владельцев же земельного участка, которые дали имя Толкачевке, знают те, кто интересуется историей города и его прошлым. Толкачевы появляются в Харькове в 1880-е годы, когда в город переезжают сыновья мещанина то ли из Курска, то ли из Орла Якова Толкачева – Василий, Семен и Петр. Василий умер в 1893 году и похоронен в Харькове на Иоанно-Усекновенском кладбище. Петр стал архитектором, однако его творческий путь изучен мало, поскольку в большей степени он работал управляющим на предприятиях своего брата Семена, который записался в Харьковское купечество и с 1903 года стал харьковским купцом первой гильдии, а в 1910-е и вовсе потомственным почетным гражданином. Земли, на которых появилась Толкачевка, принадлежали разным частным владельцам и располагались у иноверческого кладбища, заходя в земельную дачу пригородного селения Журавлевка. Водопьяновы, Полюта, Граф – это далеко не полный список землевладельцев, у которых Семен Яковлевич Толкачев скупал земли. Был на этих землях и кирпичный завод Шмидмана, который примыкал к будущей Пушкинской улице и иноверческому кладбищу. В конце 1870-х завод выкупил капитан Аркадий Ионин, и при содействии компаньонов надворного советника Самойловича и вдовы колледжского секретаря Хлоповой построил совершенно новый завод Ионина и компания. Несмотря на широкий размах и неплохое качество глины, дела шли неважно. Заказчики были недовольны, грозило банкротство, и потому продажа его выглядела предпочтительнее. В 1887 году кирпичный завод и все окрестные земли от Немецкой до Журавлевской улиц и от Лермонтовской улицы до кладбища приобретает Семен Яковлевич Толкачев. И на начало 20-го столетия они называются уже Толкачевкой. В 1889 году Толкачевы установили на заводе гофмановские печи, построили второй завод и по сути стали самыми крупными производителями кирпича в Харькове, производя до 8 миллионов изделий в год. В последующие годы в Харькове появились и другие крупные производители, но заводы Толкачева были одними из крупнейших. Производство кирпича было сезонным, и заводы Толкачева работали до 130 дней в году. Здесь трудились до 320 рабочих, в том числе арестанты. Доходы кирпичных заводов Толкачева достигали в год до 85 тысяч рублей. К чести Толкачева он имел при заводе свой врачебный кабинет, а позднее выстроил и небольшую больницу на 10 коек, поскольку работа на кирпичных заводах была травмоопасной. В 1893 году заводы, оснащенные локомобилями, это такие оснащенные передвижными паровыми двигателями транспортные средства, получили постоянные паровые котлы. Построили здесь и современные дымовые трубы. Все остальные постройки кирпичного завода, который располагался по дороге из Харькова в Большую Даниловку, были деревянными. Сам завод представлял собой дугообразное кирпичное здание длиной 80 саженей, остальные сооружения были деревянными сараями для сушки кирпича. Здесь же, на своих землях, Семен Толкачев открыл собственный мыловаренный завод, для чего по улице Пушкинской, ныне Григория Сковороды, построили деревянное здание. Дохода он приносил мало, но работал круглый год. По предложению Петра Яковлевича Толкачева братья в 1901 году решили распланировать свободную землю, примыкающую к городской черте, то есть проложить по ней новые улицы, разбить на дворовые места и выгодно продать под застройку. Осуществлением этого проекта занимался Петр Толкачев. Ему же принадлежала и часть этих земель. Он же предлагал для покупателей и свои услуги архитектора. На решение юридического вопроса и проведение решения в городской думе ушло несколько лет.
Проект поддержали и другие землевладельцы в этой части города, что позволило объединить новые улицы с Журавлевской и Пушкинской. Для выравнивания улиц Семен Толкачев пожертвовал несколькими деревянными зданиями, а также передал часть средств на замощение новой улицы Толкачевской. К 1913 году другие землевладельцы почувствовали выгоду от прокладки новых улиц в этой местности. Благодаря Дмитрию Глаголеву и Ане Стац полноценной стала новая улица Дегтярная или Дегтяревская. В это же время братья Толкачевы безвозмездно передали землю под улицы в городскую собственность и внесли 50% суммы на их замощение. Так, помимо Толкачевской и Дегтярной улиц, зарождаются Жуковская, Апухтинская и Нагорная улицы, Студенческий переулок, продолжается Лермонтовская улица, соединяясь с Дегтярной, пропадают тупики по улице Апухтинской. Сами Толкачевы проживали в деревянном доме по Немецкой улице. В 1910 году Семен Толкачев построил для своей семьи особняк на Пушкинской улице 100, а после смерти первой супруги Веры Леонидовны он подарил его в 1913 году для обустройства детской костно-туберкулезной лечебницы. В те годы Семен Яковлевич действительно много помогал детским приютам и лечебницам, был почетным попечителем коммерческого училища императора Александра III. Со второй супругой Верой Александровной и сыном от первого брака Николаем Семен Толкачев жил в доме по улице Пушкинской, 96. Спроектировал его брат Петр Толкачев. В советские времена этот одноэтажный особняк стал памятником истории благодаря пребыванию в нем в 1919 году Сталина. Сегодня этот дом лишен своего охранного статуса, хотя заслуги братьев Толкачевых перед Харьковом очевидны. И раз уж улица Толкачевская сегодня носит имя Студенческой, так может стоит сохранить хотя бы особняк, где они жили. Это звоночек о том, что дом могут запросто снести для постройки очередной железобетонной халабуды. Родной брат Семена Яковлевича Петр Толкачев может быть и не столь известный архитектор, тем не менее, возможно, этот дом – его единственное известное наследие в каменной летописи нашего города. Семен Яковлевич Толкачев эмигрировал из Харькова в 1918 году в Германию и умер в возрасте 74 лет 12 июля 1923 года. Похоронен в Берлине. Судьба его брата Петра неизвестна.